Всем привет, дорогие зрители! Ну что, стройка моя продолжается. Приехал я на участок. Значит, на эту весну я себе ставлю планы закончить первый этаж. По первому этажу у меня нужно что сделать? Стенку в ванной. Нужно вот здесь, где арматура торчит, сделать одну вторую колонну, залить ригель железобетонный от армопояса до армопояса. Соответственно, армопояс залить. Вот там вот где доски лежат. Это я накрывал на зиму от размораживания. Ну, со стенами полный порядок. Сейчас не знаю даже, пробегусь, покажу по углам. Нигде никаких трещин не образовалось. Абсолютно стены, как я уезжал, так они в принципе и остались, ничего не изменилось. Вот такие вот запасы пенопласта я себе сделал. Это на стройку второго этажа, здесь 36 кубов. Только тропиночка осталась, грубо говоря, чтобы проходить. Вот, это на будущее. Также, если все будет хорошо, планирую сделать железобетонную лестницу монолитную. Будет она начинаться вот здесь, вот так вот идти сюда, забежные ступени, и подниматься наверх, где будет второй этаж. И соединяться она будет с ригелем, который будет идти как подпорка для деревянных балок, которая будет идти у меня пролетом, полностью балки 7,6 метра, то есть от серединки будет пролет 3,40 минус толщина стены. Также началась моя работа с восстановления моей колонны. Я в телеграм-канале показывал, один придурок заехал мне в колонну, поломал. Ну хорошо, что там внутри она укреплена арматурой, поэтому ее не сломала. Но она, получается, удар был оттуда, и она вот так вот наклонилась. На арматуре держалась. Сейчас вот бетончиком, растворчиком, точнее, там все крепким сделал, потому что пришлось укреплять, вот, чтобы она не упала. Вот так вот на угол арматурой приварил временно, но сейчас уже сделаю основательно. С этой стороны вот так вот вмуровал столб, для того, чтобы еще какие-то дятлы не въехали. Вот отсюда, получается, был удар. Вот, но теперь уже, если кто-то и решит въехать, то разве что без бампера останется. Всегда на угловых участках старайтесь закапывать какие-то столбы, потому что вот так вот с угла забор чаще всего въезжают. Это уже на своем горьком опыте я убедился. Осталось немножко растворчика. Его я не выбрасываю, сразу же беру и заделываю дырочки, которые остались у меня от опалубки. Потом меньше придется все это заделывать. Так вот просто раствором с этой стороны заштукатуриваю, и мне останется внутри, скорее всего, запенить. У меня еще была идея такая, взять это все с пенопласта, вырезать кругляшки, но это, мне кажется, будет не так эффективно. А пеной себе дунул, даже не обязательно на всю этот вот, просто хотя бы чуть-чуть пены, то есть уже воздушная камера будет, уже никакого промерзания через эти дырочки не будет. Вот по типу такого. Это просто пенопласт я мебельной трубочкой вот так вот вырезал, и он, получается, просто идеально подходит вот в эту выемку от 20-й пластиковой трубы водопроводной. То есть можно вот так, но это, как бы, мне кажется, слишком геморно. С этой стороны растворчик, внутри пена, и с той стороны штукатурка внутри дома. Единственную трещину, которая у меня на доме образовалась, вот она. Вот отсюда и до сюда. Дальше ее нету. То есть это она образовалась не зимой, это сразу же во время заливки. То есть буквально вот этот ряд я начал лить и увидел, что отсюда пошла трещина. Сейчас внутри покажу. Вот внутри та же самая трещинка. Вот она отсюда. И здесь заканчивается. Дальше она, или ее не видно, но с той стороны я показывал, ее в принципе не было. И так вот смотришь, ее нету. То есть здесь какое-то напряжение пошло в этом месте, и она треснула. Вот она как треснула год назад, грубо говоря, вот так вот в таком состоянии она и находится.
Все остальные, я же говорю, ну, длинное видео получится, никого обмануть я не собираюсь. Какую-то трещину я бы обязательно показал. А, кстати, сейчас покажу. У меня была трещина на фундаменте. И вот с нее стены дальше не треснули. Так, значит, получается, вот где-то середина дома. И вот как раз посередине дома, ой, сейчас найду ее, где она тут была, эта трещина. Вот, вот, треснул фундамент. Ну, это прям микроскопическая трещинка. Вот, но, вот, получается, да, вот она идет по фундаменту. И дальше в доме, как видите, ее нету. То есть, если бы, наверное, газобетон был, уже бы треснуло в этом месте. То есть, возможно, какое-то пучение, что ли, морозное было. Но сам полистирол-бетон не треснул. Фундамент под ним треснул, а сами стены нет. Также напомню, что строечка у меня бюджетная, поэтому стараюсь все находить где-то бэушное, где-то по хорошей цене. Нашел арматуру, в Телеграме опять-таки показывал вам. Очень недорого нашел фанеру у человека, ну просто по какой-то подарочной цене, то есть там почти 40 листов фанеры мне обошлось в 5000 гривен. Также сейчас вот сюда вот я уже купил БУ окно, 1,50 на 2,40 за всего лишь копеечные 3000 гривен. То есть такое окно такого размера мне посчитали, по-моему, в районе 14-15 тысяч новое, но я нашел в отличном состоянии энергосберегающий стеклопакет за 3000. Так что, если кто бюджетно хочет построиться, то, конечно, просматривайте сайты. Также смотрю, у меня две, получается, входные двери будет, одна и вторая, и вот тоже на них я смотрю какие-то недорогие варианты дверей. Несколько хороших уже забрали, но сейчас там есть за 2-3 тысячи гривен хорошие бронированные двери с нормальным металлом, не китайским. Так что тоже буду потихонечку подкупать. Также уже купил канализацию. Канализации у меня будет аж целых 3. Потом отдельное видео будет у меня по канализациям, но идея у меня такая. Значит, здесь у меня кухня. С кухни будет одна канализация. Сделал уже в фундаменте на этапе заливки все отверстия для будущей канализации. То есть одна канализация. Здесь вот вторая. И вот здесь вот вон третья. То есть с кухни у меня будет одна яма. Со второго этажа санузла, умывальника, и здесь санузла сюда. И самая основная большая будет выходить вот в это отверстие. И где-то там будет самая большая яма. Это будет с ванной. То есть я сделал специально так, чтобы ни в одну канализацию все уходило, чтобы если вдруг что, одна другую могла заменить. Какая-нибудь наполнилась, грубо говоря, пользуешься второй. Ну и там с ванной, не с ванной, а с кухни, когда там всякая жирная посуда, все сливается, там оно больше всего забивается, поэтому не хотел я, чтобы все там из кухни, из санузла, из ванной, все в одну текло. Это менее рационально, чем сделать несколько отдельных. Так, мне кажется, намного эффективнее. По мере дальнейшей работы буду выкладывать видео, стараться. Ну, так, как бы стройки, наверное, не получится этой весной. То есть мне нужно закончить первый этаж, чтобы уже заниматься вторым, потому что, ну, на второй этаж как лазить без лестницы, без нормальной, да? С вот этой вот маленькой лесенки я просто задолбаюсь вместе с раствором бегать на второй этаж, с которой я строил первый. Поэтому мне нужно будет здесь сделать основательную, надежную лестницу, которая у меня и останется потом уже, и по ней себе бегать для того, чтобы строить второй этаж. Ну и все остальное потом уже, если время останется, может, займусь подсыпкой. Там есть гора мусора рядом с моим участком, может, перевезу там битый ракушняк,
шифер, там все такое. То есть здесь нужно будет подсыпать вот аж до того уровня. Даже не до того уровня, а вот саморезики повкручивал, когда лазерный уровень ставил. Вот так вот у меня будет уровень пола, то есть еще выше, чем сам фундамент. Почему так получилось? Потому что во время заливки фундамента, хоть и старался по уровню все выставлять, но эта высота фундамента меньше, чем вот та. То есть дом, как бы говоря, пришлось стенами уже выводить по уровню. Поэтому здесь пол, там будет по фундаменту, дальше он будет чуть-чуть подниматься. Там сантиметров на 5 получится выше фундамента. Поэтому подсыпать много. И чтобы не покупать какой-то песок, щебень, все это привозить, буду стараться опять-таки что-то где-то надыбать. В общем, буду стараться выкладывать новые видео, как что буду делать, как будет получаться, это не знаю, конечно, с этой войной сраной, но буду стараться. Всем хорошего дня, до новых встреч!